Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить очень удачный рецепт чебуреков. Я много разных рецептов пробовала на кефире, на молоке, на сметане. Но вот именно на кипятке это самый лучший рецепт. Всем настоятельно рекомендую их приготовить. Получаются сочные, очень хрустящие и безумно вкусные. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. 500 грамм муки пшеничной высшего сорта, заранее просеянной, отправляю в глубокую миску. Углубление. 1 чайную ложку соли. 60 мл растительного масла. И добавляю сюда 300 мл крутого кипятка. Будем заваривать тесто. Для этого заранее подготавливаю либо деревянную ложку, либо лопатку, так, чтобы не обжечься. И начинаем все мешать. Я очень много перепробовала разного теста для чебуреков и на кефире, и на сметане, и на воде, и на молоке. Лучше тесто, чем на кипятке, я не знаю. Уже я посмотрела, уже оно не такое горячее. Очищаем ложку и начинаем замешивать тесто. Если у вас мягкое тесто получается, слишком мягкое, то добавьте муку. Мука может отличаться. Ой, смотрите на конечный результат, какой должно получиться тесто. Это тесто очень податливое, оно просто изумительное. На стенках миски ничего не останется, все соберется. Посмотрите, какое у нас получилось тесто. Оно мягкое, но не жидкое. Вот такое оно должно быть. Оно очень еще теплое, горячее даже можно сказать. Надолго его отдыхать не оставляем. Буквально на 5 минут целлофановый пакет. А тем временем займемся начинкой. Я подготовила фарш. У меня баранина 700 грамм. Я буду еще немножко добавлять 50 грамм курдюка бараньего. Если у вас нет, можно сливочное масло, либо топленое масло добавить. И также я подготовила 640 грамм лука, 4 головки, вот такие средние, увесистые. Мы сейчас должны их мелко-мелко нарезать, чтобы не чувствовался лук в фарше. Посмотрите, как мелко нарубили. Очень будет сочно и очень будет вкусно. Я добавляю 70 грамм нарезанного курдюка бараньего. Добавляю полную чайную ложку соли. Буквально немного зиры. Я добавляю кориандр немного по вкусу. Черный перец по вкусу. И сюда же добавляю лук. Сюда же добавляю где-то 100 мл воды. Лук, конечно, сочность дает, но самую лучшую сочность дает вода. Все хорошо перемешиваем. Еще добавила воды, еще где-то 50 мл, 150 мл. Фарш начнет выделять сок. Я его все время вот так перед применением взбиваю. Тесто отдохнуло, посмотрите, какое оно красивое. Подпыляем мукой и будем делить на кусочки. Скатываем вот так шарики, чтобы поверхность была ровная, чтобы мы раскатывали, чебуреки были красивые. Большим пальчиком помогаю и ладошкой скручиваю шарики. У меня получилось 13 шариков. Я их на доску, либо на поднос подпылила мукой, выложила. 13 шариков, каждый шарик по 66 грамм получилось у меня. И дадим им буквально минутки 5, тоже привыкнуть к этому состоянию. У нас все готово. Сковородку ставим на газ и наливаем масло, пусть прокаливается. Сотейник с утяжеленным дном устанавливаю на средний огонь, наливаю растительное масло. Так, чтобы чебуреки у нас погружались в масло. Мы будем жарить во фритюре. У меня сотейник 5-литровый, видите, это вок сотейник. У меня помещается на дне 2 чебурека. Дадим прокалиться и будем жарить. Посмотрите, сколько сока выделяется, воды, влаги. И мы хорошо вот так смешиваем. Фарш уже минут 10 постоял, специи раскрылись очень хорошо. Если у вас фарш жирный, отправьте его в холодильник на минут 30. Он у вас немножко подмерзнет и стабилизируется. И будет очень удобно работать с ним.
Я не отправляю, у меня в комнате умеренная температура, поэтому фарш отличный. И начинаем формировать. Отдельную доску сразу подготовила сухую, подпылила ее слегка мукой и всю муку сыпала в миску, чтобы муки на поверхности не было. Сюда мы будем подготавливать готовые чебуреки и быстро их отправлять жариться. Если мы хотим, чтобы они были сочные, хрустящие, это нужно делать быстро. Если у вас есть кто может помочь дома, пригласите их, пусть они вам помогут. И мы начинаем раскатывать. Жарить я буду по 2 чебурека. Раскатываю сейчас сразу 2 чебурека, 2 пласта, 2 сочня. Формирую и отправляем жариться. Раскатываем. Эллипсообразный пласт. Можно, конечно, большего размера делать чебуреки, но я люблю именно вот такой размер. До 70 грамм, 70 грамм, но не больше. Чтобы везде все равномерно было. Тесто как на хинкал. Вот мы катаем. Вот такое тесто должно быть. Вот готовый у нас сочень. И второй готовим. Вот посмотрите, как я раскатала. Я люблю, чтобы чебуреки были тоненькие, хрустящие. Выкладываю ложку. Вот так. Много не нужно. С краев мы оставляем так, чтобы мы могли защипнуть. Желательно, чтобы начинка краев не касалась. В противном случае невозможно будет защипнуть. И я защипываю просто руками. Сейчас уже сок начнет выделяться. Вот так вот защипываю просто руками. Ничего не буду отсекать. Очень хрустящий получается край. Вкусный. Вот так. И на доску. Вот такие чебуреки. Каждый раз, когда выкладываю фарш, каждый раз я мешаю. 2 пальчика, указательный и большой, можно в муку, чтобы удобно было лепить. Проходимся второй раз по краю, равномерно распределяем, вот так. И все, заготовочки готовы, пошли жарить. Проверяем деревянной лопаткой, либо шпажкой. Видите, если пузыри от масла идут, значит масло готово. Переводим огонь чуть-чуть ниже среднего, но на медленный не нужно. В противном случае будут прожариваться хуже и много масла будут впитывать в себя. И опускаем чебуреки. Они будут очень пузырчатые и красивые. А тем временем пока следующие подготавливаю. Посмотрите, какие они пузырчатые. И посмотрите, какие они хрустящие. Какие сочные. Сейчас я вам покажу, какие сочные. И посмотрим, какие же они у нас получились. Вот какой хрустящий. Посмотрите, сколько сока. Очень хрустящие и сочные. Тонкое тесто, очень сочное мясо. Посмотрите, какие они обалденные. И посмотрите, какой хрустящий и какой сочный внутри. Смотрите. Смотрите, сколько сока. Вот такие они внутри. Хрустящие, тоненькое тесто. Все прожарилось. Просто изумительные. Смотрите. Итак, дорогие друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Если впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я желаю вам всего самого наилучшего, здоровья и до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока, друзья!